Здравствуйте! Вы на канале Легайка. Меня зовут Лена. Сегодня я хочу предложить вам связать стельку поворотными рядами вот такой формы. Тут у меня просто связанные, я пробовала по размерам, пробовала разные шнуры по диаметру и производителям. Здесь у меня есть вариант трикотажная пряжа. Такой вот тоже интересный получился. Форма такая интересная получилась, хотя схема, собственно говоря, одинаковая вместе с этими, те, которые из шнура. Вот такую вот стелечку в своем видео, где я буду вязать количество рядов, количество петель, все это я буду проговаривать. Стелька у меня получилась длиной 27 сантиметров, в узкой части 6, ну 6,5, грубо говоря, 6,3, и в широкой части получается 9,5-9,8 сантиметров. Попробуйте, если ваша плотность вязания будет схожа с моей, то вы можете соответствовать по полному видео. Если же нет, исходя из ваших образцов вязания, о которых я все время говорю в каждом своем видео, то тогда легко и просто здесь изменить по количеству рядов, да, вот в пяточной части, в пяточной половине количество рядов, которые идут без прибавок, мы увеличиваем или уменьшаем для вашего размера. И в носочной части, в той части, где нет прибавок и убавок, мы просто тоже либо уменьшаем, либо увеличиваем. Также и по ширине стелечки смотрим, либо нам прибавить количество столбиков изначально, то есть с пяточной части, либо прибавить. Вот. Ну, давайте приступим. Я вам покажу свой вариант. Кому понравится, мне будет очень приятно, если вы повторите, поставите лайк, подпишитесь и перейдете по ссылочкам на мои социальные сети, кому какая будет удобна, где я приложу схему этой стельки. Крючок 4,5. Угу. Шнур 4 мм ХБ. Оставляю небольшой хвостик, сантиметров 6. Делаю накрут и пропускаю рабочую петлю. Вот эта петля, которая у меня уже здесь образовалась, я ее считаю. То есть одна петля уже есть, делаю набор. 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель и 2 петли подъема. Далее начинаю первый ряд. Провязываю 6 столбиков без накида. В третью от крючка, первая, вторая, третья, ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Продолжаю так до конца ряда. Я вяжу плотно. Третий, четвертый, пятый и шестой. Вот у меня здесь хвостик будет. Немножко подтяну. Вот сюда. Шестой столбик. Вот так. Почему 2 петли подъема? Потому что когда мы провязываем одну петлю здесь подъема и дальше продолжаем прямое полотно вверх, нам здесь как будто не хватает. Делая обвязку, у меня вот этот угол получается немножко подтянут. Если посмотреть вот на эту стельку, видите, здесь идет как перекос. И потом, когда мы делаем обвязку, у нас стелька получается немножко деформирована. Вот вроде как не особо и видно, но оно бросается в глаза вот здесь. Поэтому я решила делать 2 петли подъема. Это не портит, это облегчает работу и делает ее красивее. Воздушная петля подъема, переворачиваю. И во вторую от крючка перемычку, вот это первая у меня, вот это вторая. Ввожу крючок за обе дужки вот этих. И дальше провязываю опять же столбики без накида. 6 штук. Пять провязала. И шестую. Вот здесь у меня одна петля подъема, вот она. Вторая петля подъема. Вот за эту вторую петлю подъема я буду вязать шестой столбик. Ввожу крючок за переднюю перемычку, которая ко мне смотрит, и за вторую. Здесь есть немножко, как бы, ну, из-за плотности, то, что я плотно вяжу. Сейчас ее немножко подтяну, чтобы было удобнее в нее входить.
И за обе дужки. Одна, вторая. И вот так. Петля подъема. В конце каждого ряда воздушная петля подъема для перехода на следующий ряд. И вот теперь, когда я буду обвязывать здесь, у меня будет нормальный прямой уголок, и нигде ничего не будет подтягиваться. Следующий ряд, также во вторую, провязываю 6 столбиков без накида. Начинаем стельку с пяточной части. Так, 5 я провязала. И вот у меня дужечка. В эту дужку ввожу крючок, рабочую нить вытягиваю и провязываю последний 6-й столбик. Воздушная петля подъема. Вот получается пяточная часть стельки. На свой размер, который нужен мне нужно провязать 11 рядов, состоящих из 6 столбиков без накида. То есть это будет обычное прямое полотно. Вы смотрите, как вывести вам на ваш размер, что вот здесь вот просто делать в этих стельках, которые вяжутся поворотными рядами. То есть вы провязали для себя образец. Там, допустим, 10 рядов. Посмотрели, сколько у вас в 10 рядах сантиметров, и рассчитали чисто арифметическим уравнением, сколько вам нужно с выходом на вашу длину стельки. Учитывая также здесь, что у вас еще будет по одному дополнительному ряду сверху и снизу, ну, также с боков по обвязке. То есть здесь все просто. Я на свой размер вяжу 11 рядов из 6 столбиков без накида. У меня провязано 11 рядов. Чем, повторюсь еще раз, хороши вот эти стельки с поворотными рядами. Вот вы связали, допустим, себе 10 рядов. Вы четко знаете, у вас свой материал, как я уже говорила. На примере у каждого производителя своя плотность, своя толщина шнура. Ну или пряжи, да, допустим, смотря там сколько в ней синтетики. Этот шнур, из этого шнура, то есть он немножко поплотнее, да, получается, у меня получился совсем другой, чуть, но другой размер. Хотя крючок один и тот же, руки одни и те же, но тем не менее и заявленная ширина, толщина, вернее, шнура 4 миллиметра, так же, как и у какого-либо другого производителя. То есть вы провязываете своим шнуром, своим крючком удобным, своими ручками. И четко здесь, измерив и посчитав, можете с точной уверенностью высчитать, сколько вам конкретно нужно рядов, где, в какой позиции вам нужно сделать прибавки или убавки, да? Четко на ваш выверенный размер, по вашей плотности вязания, с вашим крючком и с тем материалом, из которого вы вяжете. Все, в моем случае я провязала 11 рядов, сделала в конце ряда также воздушную петлю подъема. Теперь переворачиваю изделие и буду делать прибавку первую. Таким образом, я провязываю первый столбик без накида, не во вторую перемычку, как обычно вязала по полотну, а в первую. Один столбик без накида у меня провязан, и осталось провязать 6 столбиков. Всего в этом ряду у меня столбиков без накида будет 7 штук. Тем самым я сделала прибавку. Провязала ряд, и вот в эту дужку ввожу нить и провязываю последний столбик без накида. Делаю воздушную петлю. Дальше продолжаю вязание не в первую, а со второй, как обычно полотно. Провязываю 2 столбика без накида. Затем делаю прибавку из 2 столбиков без накида. То есть в одну перемычку сюда провязываю 2 столбика. И дальше продолжаю 4 столбиками без накида за обе дужки. 3, 4. Воздушная петля. И у меня 8 столбиков. Переворачиваю изделие и со второй перемычки провязываю ряд из 8 столбиков. В 8 столбиков. Воздушная петля. Переворачиваю изделие. Следующий ряд. Делаю прибавку. Так, в первую перемычку провязываю столбик без накида. То есть у меня будет такая боковая перемычка, боковая прибавка. И так, вывернула петлю неправильно. Так, запуталась, иначе будет некрасивый там непонятный ряд. Вернусь, сделаю еще одну воздушную петлю. Так, выверну, вот.
Значит, в первую перемычку столбик без накида. И далее продолжаю до конца ряда. Еще 8 вместе с первым, который провязала в первую перемычку, как прибавку. Итого в ряду у меня будет 9 столбиков без накида. Последний за боковую перемычку, воздушная петля, 9. Переворачиваю изделие и во вторую перемычку провязываю ряд из 9 столбиков без накида. Если вязать вот таким образом, как я, если вы заметили, да, то есть я вытягиваю крючок, затем захватываю рабочую нить и протягиваю ее сначала через одну петлю на крючке, а потом через вторую. Вы знаете, я тут заметила, что так гораздо проще следить за размером вот этой петли, которая у нас вторая на крючке. То есть она у меня не растягивается, и она плотненькая, и за счет этого, во-первых, они ровные, вот эти перемычки все. Во-вторых, они плотненькие, то есть будет минимум дырок. Плотность вязания будет сохранена. Провязала 9. Так, значит, 9. Теперь еще одна прибавка будет. Во вторую от крючка петлю начинаю этот ряд. Столбик без накида. Таких столбиков я провяжу 7. Да. Семь столбиков. Затем сделаю прибавку из 2 столбиков. И последний столбик в перемычку, в крайнюю. Опять воздушная петля подъема. У меня 10 столбиков без накида. Теперь на мой размер мне нужно провязать 6 рядов из 10 столбиков без накида. И вязать я буду, как обычное полотно, не в первую, а во вторую перемычку. Ряд из 10 столбиков без накида. И таких рядов на свой размер я вяжу 6 штук. 6 рядов готовы. Здесь легко посчитать, посмотреть, да? Вот была последняя прибавка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов провязаны. Далее перехожу на другой ряд. И со второй перемычки начиная провязываю 8 столбиков без накида. В этом ряду я буду уже делать убавку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 провязала и буду делать убавку из 2 столбиков без накида. Завожу крючок за обе перемычки предпоследней, вытягиваю рабочую нить и вот за эту перемычку боковую, куда мы обычно провязываем последний столбик без накида. Также вытягиваю рабочую петлю, на крючке 3 петли, и я их провязываю вместе. Вот такая убавка. Воздушная петля. Переворачиваю изделие и провязываю ряд из 9 оставшихся 9 столбиков без накида. Не в первую, во вторую перемычку. И вяжу 9 столбиков. Провязала, воздушная петля. Следующий ряд делаю снова убавку. Провязываю 7 столбиков без накида. Убавка такая же, как была в последнем ряду с убавкой. То есть я теперь провязываю 7 столбиков, в том было 8. И последние 2 столбика соединяю одной петлей. То есть делаю убавку. Вот у меня предпоследние 2 перемычки. Завожу сюда крючок. И вот эта боковая перемычка. Завожу крючок, 2 рабочих ниточки у меня, 3 петли на крючке и провязываю их вместе, закрепляя воздушной петлей. Далее переворачиваю изделие и провязываю 8 столбиков без накида, не с первой, а со второй перемычки. Последняя петля. Проверяем. 8.
И последний у меня завершающий ряд, воздушная петля подъема. Я провязываю со второй перемычки 4 столбика без накида. И далее вяжу 3 соединительных столбика. Соединительные столбики провязываю не за обе перемычки, а вот сюда, в середину. Соединительный столбик 1, 2, 3. На этом, в принципе, стелька готова. Какая она будет у вас, правая или левая, это разрешится обвязкой. Я вяжу 2 таких стельки одинаковых, но просто обвязку делаю у одной, сразу продолжая здесь, и она у меня будет левая, у другой начинаю обвязку с обратной стороны, в обратную сторону, то есть она у меня будет правая. Сейчас продолжу обвязку для левой стельки. У меня провязан последний соединительный столбик из 3, вот здесь. Я делаю еще одну воздушную петлю и сюда, в эту же перемычку. Вот, только я за крайнюю провязывала столбик соединительный, а здесь я буду вводить ключевую за обе. В эту же перемычку, где за крайнюю я делала соединительный. Вяжу столбик без накида. Начинаю обвязку. Таких столбиков до пяточной области. Вот у меня здесь последняя перемычка моей наборной воздушной цепочки. Вот до нее я должна провязать 27 столбиков без накида. Это был первый. Здесь очень удобно вязать вот эти вот боковые выступы, не выступы, а боковые стеночки воздушных петель подъема и столбиков. Они как раз очень удобны для такого типа обвязки. Тут не перепутаешь. То есть получается, что в каждом ряду у меня будет столбик без накида. Так, а это, пожалуй, вот, да. Значит, смотрите еще. Первый я сделала. Дальше вот такая перемычка. Это у меня столбик, последний столбик. У него, естественно, есть лицевая стеночка и изнаночная. Так вот здесь я беру за 2. Столбик. Здесь воздушная петля подъема была. 5 столбик. Здесь беру за 2. Ну, можете тоже за одну, кому как будет удобнее, но мне так больше нравится. Дальше. И так до конца. Обвязываю тем же самым шнуром без отрыва. Значит, в моем случае здесь по окантовке 27 столбиков. Вы будете вязать на свой размер. Соответственно, у вас будет количество немножко другое. Вот так оно выглядит. Я продолжаю до конца, до первой петельки с воздушной цепочки. Встретимся здесь на повороте. Вот у меня последняя. Вот это у меня была первая петля подъема. Вот это вот у меня вторая петля подъема была. И я сюда провязываю. Это вторая петля подъема как раз соответствует вот этому переходу, да, перемычечки, вот этой по рисунку, куда мы должны провязать столбик. И вот у меня последняя перемычка. Сюда я провязываю 3 столбика без накида. Для того, чтобы сделать такой квадрат, ну, угол, в общем, короче, такое закругление. Вот таким образом. Дальше у меня по перемычкам я буду, значит, смотрим здесь так. Вот эта вот перемычка как раз соответствует последней, куда мы вязали 1 столбик без накида. Вот они. Вот у меня перемычка, куда я буду вязать 3 столбика. И между ними получается 4 столбика без накида. Между вот этими угловыми прибавками. Провязываю 4 столбика за перемычку. Вот она как раз тут у меня. И вот в эту перемычку угловую я буду провязывать также прибавку из 3 столбиков без накида. Вот. Ну, этот хвостик можно было, конечно, вот сюда провязать. Да, наверное, я так и сделаю. Распущу и спрячу его сюда. Остаток потом обрежу. Так, тут 3.
провязала, спрятала и провязываю за крайнюю перемычку 3 столбика без накида в одно место. Все, провязала. Дальше продолжаю по этой стороне таким же образом. У меня идут, видите, тут перемычечки. Эти я буду провязывать за 2. Вот так. И за следующую она будет одной. Первый как раз столбик, он соответствует, так чисто для проверки, да. Вот здесь он у нас один после прибавки. И здесь у нас прибавка. И тоже вот на этом же пересечении у нас был один столбик. Можете себя, если что, таким образом проверять. Дальше, по моему варианту, я провязываю 26 столбиков без накида после прибавки из 3. Один я уже провязала. И продолжаю 26 до следующей прибавки, которую буду делать на закругление. Угу. Так, небольшая оговорочка у меня была. Видели, я там исправила себя, да, по этой стороне. Первой не 27, а 28 у меня столбиков без накида, учитывая вот этот первый, который я сделала. Затем прибавка из 3 петель, затем 4, затем прибавка из 3 петель. И здесь у меня будет 29, не 26, ой, не 26, а 28. Также 28, как и с этой стороны. Вот я провязала 27. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27. И 28 последний. Вот у меня тут 2 перемычки я вяжу. 28. И теперь я буду делать также прибавку. Вот у меня здесь петля подъема была. Сюда я провязываю 3 столбика без накида. Прибавочка. И теперь мне нужно провязать 8 столбиков без накида. Вот у меня следующая перемычка. Вот она. Плохо здесь видна за счет вот этой вот прибавки. Она заняла много места, большой объем. Ввожу крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Тут я уже пошла под соединительные столбики. 6, 7. И 8, вот у меня последний был соединительный столбик, его шляпка и воздушная петля подъема. Вот сюда я провязываю 8, вот 8. Теперь в шляпку подъема я провязываю соединительный столбик. И на этом моя обвязка закончена. Ниточку обрезаю и буду делать фальш-петлю. Значит, смотрите, еще такой момент. Если вы не хотите, допустим, чтобы были прям такие вот четкие, такой вот угол, да, здесь можно сделать не 3 столбика, а 2 столбика. Он будет немножко скруглен, и вот такого четкого угла у вас не будет. Обрезаем ниточку. И заканчиваем фальш-петлей. Имитировать фальш-петля у меня будет вот это. С изнанки под шляпку. Вот так получается над шляпкой имитируемой петли. Ввожу крючок с изнаночной стороны, захватываю рабочую нить, протягиваю наизнанку. Теперь с изнанки. Вот у меня последняя петля, да, это соединительный столбик, петелька соединительного столбика. Смотрю по изнанке под ним, где есть удачное какое-нибудь изнаночное перекрытие у столбиков, ввожу крючок. Затем ввожу крючок в косичку того столбика, в который был сделан соединительный столбик, и в шляпку самого соединительного столбика. Захватываю рабочую нить и вытягиваю ее наизнанку. Подтягиваю, расправляю под размерчик, чтобы ровненько все было. Теперь нить у меня дополнительно закреплена, то есть вылазить она отсюда не будет. Здесь у меня все ровно спрятано. Этот хвостик я тоже подтяну, но чтобы не нарушить пяточную линию, да, чтобы не было у меня усадки. Так, можно обрезать. Тут, в принципе, я буду приклеивать, поэтому оно мне никакой большой роли не сыграет. Дополнительно закреплять ничего не надо. В принципе, тоже хвост можно обрезать. Ну, не сильно. Как-нибудь так. Все. Стелька готова. Вот. Эта стелька получилась на левую ножку. Теперь нужно связать еще одну такую же стельку и остановиться на ее окончании. Не обрывая. Готова моя стелька. Такой же самый вариант, как и это. Да? Вот. И теперь мы будем делать из нее
правую стельку. То есть начнем обвязку с обратной стороны. Здесь я закончила ряд, сделала воздушную петлю подъема, переворачиваю изделие и провязываю 7 столбиков без накида в перемычке. Сразу в самую первую от крючка. Тем самым я как бы прибавляю еще один столбик без накида здесь, как я делала прибавки. Вот эта вот петля подъема, вот эта, которая у меня была, она будет считаться одним столбиком. Но в итоге я провязываю 7. Провязала 7. И петля подъема у меня считается 8. Вот у меня перемычка. Сюда я делаю прибавки. То есть все то, что по количественному содержанию той стельки, у меня должно совпасть здесь. Дальше до закругления пяточной детальки я должна провязать 28 столбиков без накида. Здесь за двойную беру и продолжаю до закругления 28. Вот у меня провязано 27. Прибавка моя угловая. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 26, 27. 27, 28 провязываю последний. Тут у меня перемычка идет от петельки. И делаю в следующую перемычку прибавку из 3 столбиков. Захватываю этот хвостик, чтобы его спрятать. Сделала прибавку. Далее, как и в той стельке по обвязке, провязываю 4 столбика за перемычки крайние от наборной цепочки. Так, 3, 4. Следующую перемычку, вот у меня идет перемычка петель подъема, да. Сюда я провязываю прибавку из 3 петель. Вот образовались углы. И дальше продолжаю обвязку уже по междурядьям. Здесь вот у меня будет не очень удобно, потому что здесь была как раз вторая петля подъема, и здесь 2 перемычки. За обе я не буду делать, потому что будет очень грубо здесь. Я выберу здесь одну. Вот видите, их как бы 2. Здесь очень хорошо видно, она грубовато так смотрится. Поэтому я выберу одну, немножко ее подтяну. Здесь достаточно плотно, можно за одну взять. Она не даст какого-нибудь разъема или дырочки потом. Вот первый столбик я провязала в междурядье и дальше пошла по междурядьям. Здесь за 2 дужки возьму, дальше 1, дальше опять за 2 и также провязываю 28 столбиков, как и в той стельке, 28 столбиков после угловой прибавки. 27 столбиков, вот у меня прибавка. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27. И 28 столбик я провязываю вот сюда, где у меня была петля подъема. Провязываю, ниточку отрываю, отрезаю вернее. И здесь я сделаю не фальш петлю, а сделаю дополнительную петлю. То есть вот у меня петелька здесь. Я завожу крючок с изнанки именно под эту петлю и вывожу нитку на изнанку. Далее на изнанке, вот у меня последняя петля провязанная. Я завожу нитку за какую-нибудь перемычку на изнанке. Затем за перемычку вот этого последнего изнаночного, последнего столбика, который у меня был провязан, в середину косички этого столбика шляпки захватываю нить и через все 3 этих перемычки протягиваю. Подтяну, выровняю и все. Здесь нить у меня зафиксирована.
Здесь все ровненько, оно нам не помешает, когда будем обвязку. Ну, если вы будете делать обвязку, мне это не помешает. Вот, и теперь у нас готовы 2 стельки. Вот они, 2 стельчики. По обвязкам различным вы можете посмотреть информацию у меня на канале в свободном доступе. Что там еще? Тепловая обработка стелек, приклеивание на резиновую подошву, на микропористую подошву, полное видео по обработкам там по всем. Ну, это все в бесплатном доступе. Дополнительную ссылочку я оставлю в мастер-классе. Вот. Если вы будете вязать двойные стельки, допустим, да, из трикотажки, можно связать двойные стельки, то, в принципе, я вязала 4 штуки одинаковых. Просто складывала их потом и соединяла. Одну пару соединяла таким образом, а другую пару соединяла вот таким образом. То есть у меня получались правая и левая стельки. Вот, собственно говоря, и все. Смотрите и вяжите далее.